Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, какие подарки ни в коем случае не стоит дарить. Потому что когда вы дарите или вам дарят такие подарки, знаете, у вас забирают достаток, изобилие и благополучие, а также, возможно, и здоровье. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните принимать эту информацию в своей жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, а в комментарии напишите слово «дом», и сила вашего рода поможет вам обрести огромное богатство. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Ни для кого из вас уже не секрет то, что каждая вещь, предмет, который нас окружает, содержит в себе энергетику, и одни способны ее впитать моментально, другим же для этого требуется больше времени, но результат и в первом, и во втором случае получается одинаковым. Поэтому за своими вещами, предметами нужно следить внимательно, чтобы никто их не брал без вашего разрешения, не надевал, не использовал в своих интересах. Вам также не стоит трогать и чужие вещи, даже если это вещи, которые находятся в доме близкого вам человека. К сожалению, нас с вами окружают не только хорошие положительные энергии, но и разрушительные и негативные, которые могут неблагоприятно влиять на жизнь, что очень нежелательно, ведь за этот период можно упустить возможности, воспользовавшись которыми можно было сделать свою жизнь более комфортной, интересной, разнообразной, ни в чем не нуждающейся и ни от кого независимой. Порой чужая энергия, придя в жизнь к другому человеку, может сделать ее более успешной. Но знать и предугадать, какая именно энергия наполняет определенную вещь, невозможно, так как контролировать энергии, которые определенный человек излучает именно в этот момент, когда прикасался к этой вещи, ведь вам может казаться, что человек добр и не может никому желать зла, а на самом деле у него черное сердце, и он хорошо просто-навсего умеет скрывать свои истинные помыслы. Иногда даже может казаться, что вы все знаете о том, чью вещь берете, но это далеко не так, и у этого человека есть свой маленький секрет, переживания, которые он скрывает от всех, а они притягивают к нему не очень хорошие энергии, которые он может подобрать. Поэтому не стоит рисковать и совершать то, что способно причинить вам вред. Для этого ваши вещи должны принадлежать только вам, а вещи других людей должны находиться в их пользовании. Принеся вещь из магазина, нужно проводить энергетическую чистку. Если данная вещь запакована и видно, что ее никто не открывал, стоит только избавиться от верхней обвертки, коробки, упаковки, так как она принимает все энергии, окружающая вещь на себя. Но если это вещь, которую вы сняли с вешалки в магазине, взяли с полки или же упаковка повреждена, это означает, что нужно обязательно очистить ее, прибегая к помощи сильных энергий сухоцветов, той же лаванды, мяты, розмарина, ромашки, крапивы, петрушки и полыни. Окуривать вещь нужно тщательно и при этом проговаривать такие слова. Все энергии, что... Далее проговаривайте, что вы купили. Например, футболка, одеяло и так далее. Впитала, пусть прочь уйдут их сильные энергии. Проговаривайте чего, например, ромашки прогоняют, светлые энергии взамен привлекают. Ними мою обновку наделяют, будет мне служить, от зла оберегать, а счастье привлекать. Когда это вы проделаете, то, чем окуривали, вынесите на улицу и оставьте возле цветущего дерева. Может быть, если это холодная пора года, просто под молодое дерево, а вещь вынесите на свежий воздух, хотя бы на несколько часов, чтобы она притянула как можно больше светлых энергий. Очень аккуратно нужно быть с подарками, которые вам преподносят, так как вместе с подарком можно отдать и свои проблемы, неприятности, то, что мешает жить счастливой и благополучной жизнью, а тот, кто примет такой подарок, примет и энергии, которые к нему прилагаются. Есть вещи, которые категорически нельзя дарить, так как они не то что притянут нехорошие энергии, а могут и вовсе разрушить энергетику того, кому будут преподнесены.
К таким подаркам относится носовой платок. Это притянет в жизни человека слезы и ситуации, которые будут настолько горькими, что данный человек то и дело, что будет пользоваться этим платком. Ювелирные украшения с жемчугом. Это также приведет к эмоциональному расстройству и слезам, а также со временем и к затяжной депрессии, которая может даже изменить взгляды на жизнь того, у кого она приключится. К таким подаркам относятся и подушки, так как такой подарок способен, если напитан негативом, во время сна разрушить энергетику человека, который на ней будет спать, притянуть бессонницу или же наоборот ночные кошмары. Одеяло также не подходит в роли подарка, так как может во время сна перекрыть к данному человеку нужные энергии, и во время сна биополе не будет восстанавливаться, возобновляться, а наоборот будет ослабляться. Нельзя дарить и косметические средства, такие как шампунь, гель для душа, так как это притянет проблемы в семье или же в отношении к тому, кому сделан такой подарок, которые приведут к тому, что отношения просто-навсего могут распасться. Не стоит дарить перчатки, варежки, потому что энергетическая связь между дарителем и тем, кому они преподнесены, может нарушиться, произойдет ссора или скандал. Нельзя дарить и шапку, так как это может отобрать мудрость, идеи, которые способны притянуть к человеку новые возможности и вывести его на другой, более благоприятный и разнообразный уровень жизни. Фигурки птиц должны покупать только живущие в доме и выбирать их по внутреннему ощущению и полагаясь на свою интуицию. Если такую фигурку подарят, она притянет ненужные проблемы, хлопоты, от которых будут не просто избавиться, а порой они могут только накапливаться. Тапочки – это подарок, который притянет разрушительные энергии не только в дом, в который он попадет, но и к человеку, который их будет носить. У него начнут возникать проблемы со здоровьем, что может привести даже к нежелательному результату, то бишь к беде. Ножи будут наполнять дом и жизнь. Те, кто в нем живет, неудачами. Особенно плохо отразится этот подарок на том, кто на этом этапе жизни будет заниматься каким-то новым делом. И из этой затеи ничего не получится. Наоборот, она закончится полным провалом. Авторские куклы, запомните, они имеют очень сильную энергетику. Поэтому, если ее сделает человек с нечистым сердцем, это наделит ее негативной энергетикой. А если ее еще и подарит недоброжелательный человек, то это разрушит жизнь того, кому ее преподнесли полностью, и перевернет ее с ног на голову. Отберет все важное, и беды заполнят это пустое место. Подарками, которые притягивают смерть, является чучело животных, птиц. Это мертвая энергетика, которая способна не только разрушить энергетическое поле людей, живущих в таком доме, а удача, здоровье уйдут из него, но его и особенную энергетику, из-за чего в доме станет неприятно находиться. Захочется побыстрее его покинуть, станет тяжело дышать. В ночное время этот негатив настолько будет активизироваться, что может притянуть даже злую сущность, которая сделает жизнь данных людей и вовсе невыносимой. Зеркало. Зеркало – это магический предмет, который может передавать различного рода энергии, но в основном всегда его дарят с недобрыми помыслами. Красивой девушке могут дарить в том случае, когда у нее хотят отобрать красоту, испортить ее внешность, фигуру. Еще зеркало способно передать потоки сильных и негативных энергий, которые будут мешать добиваться поставленных целей, но если зеркало заговорит ведьма, то оно способно передать даже проклятие. Такие предметы, как вилки или еще что-то из колющихся предметов, притянет в жизнь того, кому они преподнесены, дисгармонию. Если их подарит завистливый человек, он с помощью острых концов перенаправит желаемые энергии данного человека в свою жизнь, из-за чего она станет более успешной, благоприятной, а жизнь того, от кого они будут уходить, начнут ухудшаться с каждым следующим днем. Беды и печали наполнят ее. Религиозные подарки, знаете, на них легко наводится порча, притягивается грусть и печаль. Свечи также нельзя ни дарить, ни принимать в подарок, так как они также несут в себе мертвую энергию. Это касается и современных свечей разной формы, которые перешли на уровень популярных подарков. Такой подарок не стоит принимать вовсе ни от кого.
Особенно опасным он является, если его преподносят имениннику, так как в день рождения человека открывается необычайно сильный канал, через который в его жизнь могут попасть как положительные, так и отрицательные энергии, оказав соответствующее влияние на него, от которого невозможно будет избавиться уже на протяжении целого года. Поэтому день рождения и вовсе стоит проводить по всем правилам, которые передались нам от предков, для того, чтобы данного человека обезопасить, а также обдумывать все действия, которые в этот день будут совершаться. Часто мы принимаем по незнанию предметы и вещи, которые меняют нашу жизнь, а мы, не понимая этого, допускаем то, что она меняется не в лучшую сторону. Также порой преподносим подарки, которые оказывают неблагоприятное на жизнь того, кому его преподносим, делая это не со зла, но гоняясь за качеством, красотой подарка, но не за его смыслом и энергиями, которые он излучает. То же самое касается и подарков, которые женщины стараются преподнести своей второй половинке. Удивить, порадовать, разнообразив отношения, проявив свою любовь. Но такие подарки часто разрушают отношения. Снова-таки по незнанию, ведь стоит подумать о смысле подарка и о том, что он притягивал потоки сильных и светлых энергий, делая отношения только крепче, но никак не разрушая отношения. И какие же подарки нельзя дарить своей второй половинке, чтобы не разрушить отношения, а порой даже и брак, который был крепким, дружеским, взаимопонимание, уважение, любовь, которого только день изо дня приумножались. Запомните, пустой кошелек, портмоне принесет отсутствие денег, нарушит энергетическую связь с особенной энергией. Энергия денег, начнут происходить финансовые проблемы, из-за которых возникнут ссоры в отношениях, отдаляя влюбленных друг от друга. Чтобы такого не было, нужно, даря кошелек своей второй половинке, положить в него купюру большого номинала, на которой нарисовать знак бесконечности, и вот такое действие поможет вашей второй половинке разбогатеть или приумножить финансы, и у вас никогда не будет проблем, связанных с этим. Также нельзя дарить нижнее белье, мужчинам трусы. Этот подарок часто на слуху во время праздников, но те, кто их преподносят, даже не догадываются, что собственноручно подталкивают свою вторую половинку к изменам, а порой и к расставаниям, если он становится частым. Носки также нежелаемый подарок, так как народная примета говорит о том, что в таком подарке вторая половинка может покинуть дом или же у него произойдет желание покинуть данный дом. Хотя носки иногда полезно дарить, только в том случае, когда свекровь держит под контролем сына. Носки нужно преподнести в ее присутствии, проговаривая при этом такие слова. Называйте имя свекрови, далее скажите: влияние на своего сына утрать, из-под контроля отпусти, больше возле себя не держи. Таким образом, вторая половинка избавится от ненужного контроля со стороны матери, который порой бывает слишком велик и оказывает вместо благоприятного влияния абсолютно противоположное. Говорят, что книга – это хороший подарок. С одной стороны, это, конечно, так, но когда вы дарите ее другу, дарите сотруднику, человеку, с которым у вас общие интересы, человеку, у которого нет пары, она даже поможет встретить свою вторую половинку, с которой сложатся крепкие отношения. В таком случае нужно ее отдать в библиотеку или же продать, а на вырученные деньги отдать на благотворительность. В таком случае отношения никогда не разрушатся, будут счастливыми. Но если преподнести такой подарок любимому человеку, это приведет к тому, что такая пара расстанется, и чем толще книга, тем быстрее это произойдет. Нельзя из семейной пары принимать такой подарок, приведет к разводу. Часы, и это касается не только наручных часов, ведь они начнут нарушать не только биологические ритмы людей, которые будут не только создавать проблемы в жизни данного человека, ослабляя его биополе, но и будут с каждым ударом отдалять того, кому преподнесен такой подарок, от того, кто его преподнес, ослабевая связь между парой. Также часы способны отбирать жизнь, в данном случае отбирать время, которое пара могла бы провести вместе. Нельзя дарить украшения из янтаря или с этим камнем. Это приведет к разлуке, а также к неприятным эмоциям, которые за собой потянет этот процесс.
Нельзя дарить любимому человеку вещи, которые вы сшили или связали, так как есть одна народная примета, которая говорит о том, что как эта вещь будет во время носки или использования приходить в негодность, так и отношения будут постепенно распадаться. Особенно опасный подарок такой до свадьбы. Он притянет в жизнь пары измену. Нельзя дарить и цепочку, так как такой подарок, если порвется, то и отношения также разорвутся. Если потеряется, уйдет любовь. Если желаете преподнести такой подарок, попросите, чтобы ваша вторая половинка дала вам самую мелкую купюру, которая есть в кошельке, а вам ее нужно сжечь, пепел развеять по бегущей воде, тогда отношения всегда будут крепкие, никто и ничего на них не повлияет. Нельзя второй половинке дарить спиртные напитки, так как это не только решит такого человека здоровье, перекрыв канал, который за это отвечает, но и притянет в жизнь разгул. Особенно негативно это скажется на человеке со слабым биополем, который не способен управлять потоками энергии и контролировать свои желания. Такого подарка, как обувь, также стоит избегать, так как она способна, если не понравится, перекрыть каналы, которые находятся на ступнях для поступления энергии. Еще она грозит разрывом отношений в скором будущем. Обувь каждый человек должен выбирать самостоятельно, и ни в коем случае не стоит рисковать. Старайтесь тщательно выбирать подарок и обдумывать его плюсы или же минусы. Если не знаете, что выбрать, спросите у вашей второй половинки, какой подарок бы хотелось. Это любимого человека однозначно больше порадует. Если же это что-то из того, что нельзя дарить, тогда подарите деньги, пойдите вместе в магазин и выберите подарок. Он будет как бы от вас, но покупать его будете не вы, а тот, кому подарены деньги. Такое действие и примету нейтрализует, и денежную энергию приумножит. Прислушивайтесь к сердцу и к своей интуиции. Это ваши лучшие помощники. Всегда направят, подскажут и обезопасят в нужный момент. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите слово «дом», и сила вашего рода поможет обрести огромное богатство. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.